Здравствуйте, друзья! Меня зовут Пульхерия. Сегодня мы с вами приготовим печенье «Красный бархат». И не просто печенье, а печенье с кракелюрами, трещинками, иначе его называют мраморное. И это еще не все. Печенье у нас будет с начинкой с кремом чиз. Итак, для приготовления этого прекрасного печенья нам понадобится 2 яйца, 220 граммов муки, 1 грамм соли, 10 граммов разрыхлителя, 80 граммов сливочного масла, 120 граммов сахара, который надо добавить ванилин или ванильный сахар, 15 граммов какао и красный гелевый краситель или сухой краситель. Итак, приступаем. Размягченное сливочное масло добавляем в чашу миксера. Туда же добавляем сахар. Сахар мы уже добавили ванилин или ванильный сахар. Начинаем взбивать масло вместе с сахаром до полного растворения сахара. И взбив масло с сахаром до полного растворения сахара, по одному вбиваем яйца. Вбили одно яйцо и промешиваем все миксером. После того, как яйцо промешали одно, промешиваем второе. Вбиваем второе. Вмешав все яйца, добавляем сразу же весь какао-порошок и также промешиваем его миксером. Вмешав какао-порошок, мы будем добавлять красный пищевой краситель. Если у вас так же, как у меня, пластиковая посуда, то нужно ее переложить в стеклянную или металлическую, чтобы не произошло окрашивание посуды. Добавляем краситель. И также миксером промешиваем вместе с красителем. Вмешали мы краситель. Теперь в муку добавляем разрыхлитель и соль. И перемешиваем. И теперь просеиваем муку в нашу основу для печенья. И теперь муку мы вмешиваем лопаткой. Когда мы все хорошенько перемешали, накрываем чашу пленкой в контакт и убираем на 2-3 часа в холодильник для стабилизации. Можно даже убирать на ночь, готовить это с вечера. Чашу убираем и будем заниматься кремом. Начинка у нашего печенья «Красный бархат» будет из крема чиз. И для этого нам понадобится сливочный мягкий сыр 150 граммов, сыр типа Филадельфия, альметте сливочный, хохланд креметте и так далее. Плавленый мягкий сыр брать нельзя. Сахарная пудра 30 граммов, ванилин или ванильный сахар по вкусу. Сливки жирные от 33% жирности 75 миллилитров. И кокосовая стружка 25 граммов. Сливки и сыр добавляем в чашу миксера. Добавляем сахарную пудру и ванилин. И все взбиваем до устойчивого состояния. И теперь мы добавляем кокосовую стружку и промешиваем миксером. Друзья, мешали кокосовую стружку. Крем у нас получился структурированный благодаря ей. Вот такой. Очень густой, стабильный. И теперь берем чайную ложку и формируем начинку. Итак, с помощью 2 ложек мы делаем начинку. Друзья, мы сформировали 15 штук начинок. И теперь их отправляем не менее чем на час в морозильную камеру. Встретимся позже. Друзья, 2 часа прошло, и начинаем формировать наше печенье. На каждое печенье примерно пойдет 35 граммов теста. Предполагается, что у нас будет приблизительно 15 печений. Берем тесто. Можно брать какой-нибудь ложкой для мороженого. Разминаем, делаем из него лепешечку.
На лепешку кладем начинку и делаем шарик. И обкатываем его очень хорошо сахарной пудрой. Сахарной пудры потребуется примерно 100 граммов. Итак, мы с вами, друзья, формируем все печенье. Печенье мы положили на противень, на который заранее положили пергаментную бумагу, которую ничем не надо смазывать. Друзья, получилось 15 печений. Сейчас они в круглом состоянии, потом они будут уплощаться. Ставим разогретую до 200 градусов духовку. Время выпекания от 11 до 14 минут. Печенье должно быть мягким внутри и пропеченным, но не засохнуть. Встретимся позже. Друзья, посмотрите, как на нашем печенье начинают появляться трещинки. Не дожидайтесь появления глубоких трещин, иначе начинка у нас вытечет. Прошло 13 минут, и у меня они испеклись. Теперь они остывают, и я снимаю их с противня и оформляю. И будем дегустировать. Друзья мои, печенье красный бархат с кракелюрами, трещинками, или как его еще по-другому называют, мраморное готово. Посмотрите, как оно эффектно, красиво и празднично выглядит. И насколько оно вкусное. Насыщенный шоколадный вкус и неожиданно красный цвет. А какая вкусная начинка из крема чиз. Готовится оно очень быстро. 10 минут подготовка, 10-14 минут выпекания. Поэтому я вам советую его приготовить на праздник. Вы порадуйте себя и своих близких и удивите их таким эффектным печеньем. И не забывайте, что у вас оно получится еще лучше, чем у меня, потому что вы гениальны. А сейчас я вам покажу это прекрасное печенье в разрезе. И вот наш прекрасный разрез, наша начинка и наш очень яркий красный цвет. Вот так оно выглядит в разрезе. Советую его приготовить и попробовать. Съедается оно очень быстро и без остатка. Друзья мои, на канал вы подписались, а на колокольчик нажали. Нажимайте, а то пропустите выход интересных, очень оригинальных, красивых, вкусных рабочих рецептов. Делитесь этим видео со своими друзьями в социальных сетях. Делайте репосты этого видео, ставьте лайки, пишите комментарии. С вами была Пульхерия. Приятного вам аппетита. Готовьте с удовольствием. Пока-пока. До новых встреч.